Приветствую, друзья! Многие из вас, вероятно, слышали о немало нашумевшем в свое время мобильном ЦАПе Q1, вышедшем сразу под несколькими брендами. Да что там, уверен, многие из вас продолжают слушать его до сих пор. Аппарат заслуженно получил народное признание. Долго все ждали продолжения, некоторые даже отчаялись, но вот свершилось. Сегодня мы будем говорить о новом антикризисном ЦАПе X1. Да, именно он и является той самой заменой старого доброго Q1. Как обычно, изучим все его функциональные элементы, сделаем необходимые измерения и, конечно же, поговорим о его звучании. Собственно, поехали! Поставляется аппарат в черном металлическом боксе с надписью Hi-Fi Headphone Amplifier. Внутри можно найти, конечно же, сам девайс и небольшой такой Type-C кабель. Сам по себе кабель неплохой, почти 17 сантиметров в длину, с металлическими коннекторами и защитой от перегиба. А вот переходник на обычный USB для компьютера или же Lightning для iPhone придется приобретать отдельно. Корпус у ЦАПа очень легкий, при этом он полностью выполнен из металла. С верхней его части расположился логотип в виде наушников, наименование модели X1 и маленький индикаторный светодиод. Снизу же описание устройства и указания на совместимость с Android и iPhone. Вход здесь, естественно, друзья, только один на micro-USB, да и выходов не больше, только один обычный джек на 3,5 мм. При этом выходная мощность у него заявлена 130 мВт на 16 Ом нагрузки. Если верить калькулятору, то это примерно 65 мВт в пересчете на 32 Ома, то есть ровно то, что мы встречали уже в нашумевшем TRESemme Q1. Во время работы девайс немного, но нагревается. Шума в паузах я здесь не наблюдаю. По железу же у нас конвертер Texas Instruments PCM5120, усилительная часть на MAX 97220 и Savitech SA9123 на USB. Именно из-за последнего мы имеем ограничение по разрешению, равное 24 бита 192 кГц. Никакого DSD MQA здесь, конечно же, нет, как и поддержки гарнитуры. Пользоваться аппаратом элементарно. Один конец идет смартфон, планшет, ноутбук или приставку, а с другой стороны подключаем свои любимые проводные наушники. Мощности тут не то чтобы прям очень много, зато вот громкости с огромнейшим запасом. Я слушал в среднем где-то на 11% из 100 возможных. Так что в этом плане все даже очень здорово. Потребляет девайс тоже немало, на 5 вольт целых 0,144 тысячных ампера. Прямо как у хорошего ЦАПа где-нибудь на балансе. Под Windows 10 аппарат подхватывается автоматически. Относительно поддержки старых версий системы и интерфейса ASIO лично я никакой информации не нашел. Хотя вполне возможно, что соответствующие драйверы от Bravo HD существуют. Мне же вполне достаточно имеющихся эксклюзивных режимов в WhatsApp. Под Android и iOS ЦАП работает на всех приложениях и стриминговых сервисах, в том числе и посредством BitPerfect режима с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Измерения проводил в разрешении 24 бита 96 кГц на ACP NDA и перепроверил потом на Moto M4. Все более-менее совпало. Из важного стоит отметить небольшую разбалансировку каналов и сильное отклонение ЧХ ниже 40 Гц. То есть саббас тут чуть тушится на этапе источника. Уровень шума составляет где-то минус 130 дБ, что неплохо, и очень достойный динамический диапазон. Порадовали меня и гармонические искажения, равные 0,00189% или ниже уровня минус 102 дБ. А вот интермодуляционные искажения, к сожалению, достигают аж минус 70 дБ, что, как говорится, на грани. Суммарно тестер поставил точно такую же оценку, как и в случае Q1, то есть очень хорошо. Хотя там и по АЧХ было получше, и интермодуляция не так гуляла. Лично я бы тут поставил удовлетворительно. Впрочем, многие серьезные бренды порой позволяют себе еще больше и при этом просят за свои девайсы далеко не 1500 рублей. Так что не будем придираться. По подаче сразу же хочется отметить высокую четкость звучания, отличную детализацию, выразительность и передачу эмоциональной составляющей трека. Из минусов сразу просится на язык отсутствие хоть какой-нибудь добавочной массы и объема, а также небольшой уклон в сторону высоких частот. В сравнении у аппаратов на Conexant CX31993 чувствуется гораздо меньше энергии и ниже четкость. Зато не так ярко и почти без агрессии. Charmtec на Conexant CX2198
X88 поярче, но X1 все равно техничнее и резче. Ближе же всего, на мой взгляд, к герою обзора подобрался ЦАП на Realtek ALK 5686, хотя все равно не тот уровень. X1 намного эффектнее, детальнее, чище. То есть в своем ценовом сегменте альтернативы для X1 по сути и нет, за исключением его же предшественника Q1. Но за него просят где-то на 500, где-то на целую 1000 рублей дороже, в зависимости от продавца, что с учетом ценника X1 составляет от трети до 2/3 его цены. И это при разнице исключительно в чипе конвертера. Мощность, уровень громкости и другие функциональные элементы остались без изменения. В плане наушников я бы рекомендовал сюда что-то максимально теплое и певучее, однако это лишь мои предпочтения. Возможно, вы захотите максимально заострить звучание или добавить у него нотки нейтральности. По жанрам я тоже серьезных ограничений не вижу. Да, сцена тут не особо глубокая для передачи оркестра, и кое-где подчеркнутые верха могут давать излишнюю яркость или подсвечивать различные артефакты записи. Но и это на любителя. Сам знаю нескольких сторонников Colorfly, которых данный нюанс скорее даже обрадует. Сам же характер звучания я бы отнес к центрированному. ЦАП не пытается вытягивать на микронюансы, но и в макро особо не уходит. Оттого и детали все на виду, и мелодичности достаточное количество. Вообще звучание тут лично меня радует куда больше старичка Q1. Там все-таки наблюдалась так называемая гранулярность передачи верхней половины спектра, в то время как здесь упор идет на эмоции, глубину и естественность прорисовки тембров. Конечно, это не уровень моделей за 5 и выше 1000 рублей, но уже вот где-то близко. Разбивая по частотам, у баса, несмотря на особенности АЧХ, имеется неплохая глубина и хорошо читаемая структура. В середине, на мой взгляд, чуток не хватает веса и объема, а вот детализации, эмоций тут ну хоть отбавляй. Ну и на верхах, как по мне, так ярковато, зато это придает звучанию дополнительной ясности, следовательно, прекрасную энергетику и прозрачность звучания. То есть, если с умом подобрать наушники, которые добавят массы, глубины и чуть-чуть притушат верха, то данный ЦАП может стать не просто хорошей находкой, а настоящим откровением для подавляющего большинства меломанов. Не скажу, друзья, что это лучшее, что я только слушал, поскольку слушал я много всего, но однозначно легко бы мог остановиться на данном ЦАПе в качестве своего основного девайса. Не идеален, но прямо вот очень хорош. А с учетом стоимости, так, друзья, вообще великолепен. Добавить здесь мне абсолютно нечего. Итогом, мобильный ЦАП X1 меня очень порадовал своим ярким в положительном смысле звучанием, с хорошей отработкой даже самых мелких нюансов звукоизвлечения и при этом добротной выразительностью и той самой любимой многими меломанами мелодичностью, из-за которой музыку хочется слушать ну чуть ли не сутками напролет. Все это в данном устройстве имеется. В минусы же отнесем увеличенные габариты, немного ухудшившиеся измерения и непосредственно нагрев. Зато громкость тут с огромнейшим запасом, достойная выходная мощность и сменный кабель, что при ежедневном использовании чуть ли не самая важная черта для подобных устройств. По сравнению с Q1 мы имеем более низкую цену, возросшую прожорливость, изменившийся чип-конвертера и куда более эмоциональное, экспрессивное звучание. Для компьютера я бы однозначно выбрал X1, а вот для смартфона смотрите по емкости вашего аккумулятора. Возможно, лучше будет переплатить за низкое энергопотребление в старой версии. В любом случае, для своей цены это просто гениальное устройство с просто превосходным звучанием. Перед X1 однозначно, друзья, снимаю шляпу. Для своей цены звук тут ну просто бомба. А на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП X1. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.